тихом и мирном городке, расположенном далеко от берега моря, произошла удивительная находка, нарушившая спокойствие жителей. Все началось с того, что местные строители, работая на новом участке земли, наткнулись на странную металлическую конструкцию, скрытую под слоем земли и времени. Сначала это казалось ничем иным, как старой машиной или заброшенным транспортом, однако, когда начали откапывать больше, стало ясно — это была подводная лодка. Непонимание и недоумение быстро распространились по округе. Как такое огромное сооружение могло оказаться в сотнях миль от ближайшего побережья? Местные власти, получив сообщение о находке, немедленно прибыли на место с целью изучения и понимания масштабов открытия. Сопровождаемые командой археологов и историков, они начали исследовать загадочную находку. Первые оценки размеров лодки и ее конструкции ясно указывали на то, что это военная подводная лодка времен Второй мировой войны. Это открытие вызвало настоящий ажиотаж, ведь ни одна из известных исторических записей не содержала упоминания о такой лодке в данном регионе. Масштаб работы увеличивался по мере того, как стали проявляться детали. Городская администрация решила временно прекратить строительство и сохранить площадку, чтобы дать возможность экспертам провести тщательное изучение. Горожане, изначально полные скепсиса, начали проявлять все больше интереса к происходящему. В своих извлечениях исследователи начали находить странные артефакты. Металлические предметы со странными надписями и символами, которые привлекали внимание не только местных жителей, но и исследователей со всего мира. Как подводная лодка, полная загадок и тайн, оказалась в самом сердце города, оставалась загадкой, интригующей и пугающей одновременно. Пыль прошлого. Таинственные документы экипажа. Когда эксперты начали погружаться вглубь подводной лодки, в ее темных отсеках обнаружились не только разрушенные временем механизмы, но и удивительные находки. В изолированных от времени и пыли сундуках, запечатанных от посторонних глаз, были найдены обветшавшие документы и карты. Эти бумаги несли на себе следы пережитых штормов и битв, но сохранили важную информацию, способную перевернуть сложившееся представление о прежних сражениях. Инженеры и историки с замиранием сердца, перебирая страницы, обнаружили на них точные схемы маршрутов, имена судов и даты, которые никогда не упоминались в известных хрониках. Рисунки судовых конструкций, схемы минных полей и координаты секретных баз вылазили из пыльных страниц, предоставляя редкий взгляд на скрытые стороны войны. Журналы содержали записи об операциях, проведенных в далеких водах, и упоминания о разведывательной информации, полученной от неизвестных источников. Каждая находка подтверждала, что подводная лодка была не просто боевой единицей, а частью сложной системы, скрытой от глаз общественности. Эксперты ухватились за эти бумаги, понимая, что их содержимое может изменить не только историю войны, но и судьбу многих участников конфликтов. Однако, чем дальше они погружались в изучение, тем больше вопросов возникало о том, почему многие из этих документов никогда не попадали в архивы и исторические записи. Вопросы множились с каждой страницей, и это было лишь началом интригующей и пугающей тайны, которая обещала больше открытий, чем кто-либо предполагал. Что было скрыто в этих архивах и как это могло повлиять на нашу историю, оставалось неизвестным. Сквозь страницы времени, дневники выживших. Когда исследователи открыли старые сундуки, они обнаружили нечто уникальное. Дневники экипажа подводной лодки. Эти пожелтевшие страницы таили в себе настоящий клад историй и переживаний тех, кто находился на затонувшем судне. Записи вели читателей в атмосферу напряженных дней, заполненных опасностью и неопределенностью. Экипаж описывал каждую мелочь, от распределения скудных запасов пищи до сложных тактических решений в условиях постоянной угрозы. В одном из дневников содержался рассказ о том, как экипаж пытался удержать связь с внешним миром, но все попытки были тщетны. На страницах встречались упоминания о странных сигналах, которые они перехватывали, пытаясь расшифровать их истинное значение. Эти сигналы, возможно, указывали на присутствие других судов или тайные операции, которые никогда не были задокументированы. Особо выделялись записи о психологическом состоянии моряков. Долгое пребывание в замкнутом пространстве и необходимость принятия сложных решений в экстренных ситуациях становились тяжелым испытанием для всех. Один из дневников содержал повествование о странных снах и видениях, которые посещали членов экипажа. Эти видения нередко подталкивали их к отчаянным поступкам, которые в других обстоятельствах показались бы безумными. Но больше всего интригует финальная часть дневников, где рассказывается о плане покинуть подлодку и попытках добраться до безопасного места. Эти записи оставались обрывочными, словно их авторы не успели завершить свои последние строки. Эти неоконченные истории навсегда остались запечатлены на страницах, рассказывая о мужестве и отчаянии в борьбе за выживание. С каждым новым фактом, найденным в дневниках, исследователи приближались к разгадке, но вопросов все еще оставалось больше, чем ответов. Впереди ждали новые открытия, которые могли бы изменить саму историю.
Запас арсенала, оружие, меняющее ход истории. Когда исследователи продолжали изучать подводную лодку, их взгляды привлек тот факт, что в ее трюме находился целый арсенал. Оружие, спрятанное здесь, оказалось не просто боевым инвентарем, а настоящей находкой, способной переписать историю. Среди комплектаций были продольно разложенные ящики с редким стрелковым оружием, гранатометами, а также снабженными странными символами минами. Эти метки не относились ни к одной из известных армий, что только добавляло тайн во все происходящее. Местные сотрудники правоохранительных органов, наблюдая за извлечением арсенала, были шокированы разнообразием и количеством оружия. Оно не просто соответствовало времени Второй мировой войны, но и содержало образцы, которые, как предполагалось, были уничтожены или утеряны. Эти находки заставили исследователей задаться вопросом, почему этот арсенал никогда не упоминался в исторических архивах и как ему удалось переместиться вглубь континента. Некоторые образцы оружия обладали признаками, указывающими на их использование в неофициальных или засекреченных операциях. Странные символы, выбитые на металле, говорили о предполагаемом происхождении из лабораторий, осуществлявших разработки в условиях секретности. Особую интригу вызвало наличие экспериментальных мин, которые, как считалось, так и не были внедрены в массовое производство. С этой находкой сложность ситуации лишь возросла. Обнаруженное оружие, возможно, использовалось для операций, о которых официальная история предпочла умолчать. Этот арсенал не только углубил тайны подводной лодки, но и заставил специалистов по-новому взглянуть на возможные тайные миссии ее экипажа. По мере того, как эксперты пытались расшифровать символы и определить происхождение каждого предмета, им предстояло понять, каким образом эти сокровища войны могли сыграть другую роль в истории. Впереди были еще более мрачные тайны, которые обещали изменить наше понимание прошлых событий. Нерассказанная история пересмотра войны в новом свете, развитием исследования подводной лодки, все больше вопросов вставало перед историками. Мрачная тайна, скрытая под слоями ржавчины и пыли, заставила по-новому взглянуть на Вторую мировую войну. Обнаруженные документы и арсенал стали катализаторами для пересмотра исторических событий, о которых раньше умалчивали. Вся эта находка перевернула привычные представления. Как эта подводная лодка, полная секретов и оружия, могла оказаться в мирном городке, вдали от моря? Анализ вооружений и таинственных документов, найденных на борту, поставил под сомнение официальную версию многих сражений и операций, описанных в учебниках. Эксперты просматривали документы, выискивая новые факты, которые могли бы объяснить существование этой подводной лодки на континенте. Особенно внимание привлекали неизвестные ранее операции, указанные в журналах, которые могли изменить исход целых кампаний. Архивы, многие из которых считались давно утерянными, теперь вновь открывались для изучения. Каждый изученный факт становился частью новой головоломки. Эта находка не просто удивляла, она была вызовом для всего научного мира, призывая переосмыслить историю, которую мы считали достоверной. Многочисленные конференции и круглые столы, посвященные изучению загадок подводной лодки, привлекли внимание ученых со всего мира. Им предстояло узнать, какие еще сюрпризы скрывает эта лодка и как они могут повлиять на нашу общую историю, открывая новый взгляд на давно прошедшее столетие. Тень над городом, следы таинственного вмешательства. После сенсационных находок атмосфера в городке начала стремительно меняться. Если вначале все происходящее воспринималось как курьез или удивительный исторический казус, то теперь в воздухе витало что-то тревожное. Жители начали замечать странные вещи, глухие звуки, доносившиеся из земли ночью, таинственные вибрации и внезапно исчезающие сигналы связи в районе раскопок. Исследователи, ранее охотно делившиеся открытиями с прессой, внезапно стали молчаливы. Их лица наполнились тревогой, а доступ к объекту был ограничен. На месте работ начали замечать появление неизвестных людей. Они не носили никаких знаков различия, но их поведение явно отличалось от обычных ученых. Их интерес был направлен не столько на историческую сторону находки, сколько на технические и энергетические аспекты подводной лодки. Некоторые очевидцы утверждали, что видели, как эти люди проносили в лодку странные приборы и оставались там на много часов. Появились слухи, что в недрах подлодки обнаружены механизмы, не поддающиеся идентификации. Они не были ни оружием, ни элементами навигации. Их назначение оставалось неизвестным, но, судя по интересу незнакомцев, имело значение, выходящее за рамки обычных научных задач. Более того, некоторые местные жители стали жаловаться на странные сны, тревожные ощущения и даже случаи кратковременной потери памяти. Что-то происходило, и это что-то больше не походило на обычное археологическое исследование. Загадка начала приобретать черты современного заговора, и все больше казалось, что кто-то знал о подлодке задолго до ее обнаружения. Но если это так, то кто? А может, ответ кроется в странных символах, обнаруженных на стенах отсека, куда до сих пор не решались войти. Язык без времени, неизвестные символы и их расшифровка.
Одним из самых загадочных открытий, сделанных внутри подводной лодки, стали надписи, покрывающие стены одного из внутренних отсеков. Эти символы не были похожи ни на одну из известных систем письма. Они представляли собой сложные геометрические формы, словно созданные не для чтения, а для считывания каким-то иным способом. Они не имели очевидного начала или конца, будто зашифровывали послание, рассчитанное не на людей, а на нечто иное. Лингвисты, приглашенные к расшифровке, сперва были озадачены. Ни один известный язык, ни один алфавит, ни даже шифровальные системы времен Второй мировой войны не совпадали с найденными структурами. Однако с течением времени стало ясно, что символы повторяются. Более того, они подчиняются определенному порядку, напоминающему алгоритм. Один из специалистов, работавших с квантовыми кодами, заявил, что символы выглядят как архитектура сложного кода, возможно, не предназначенного для расшифровки в привычном смысле, а как запускающий механизм. Самое тревожное началось тогда, когда один из ученых, наблюдавших за светом, проходящим через надписи, заметил, что тени на стенах начали двигаться, хотя свет оставался неподвижным. Эта аномалия вызвала настоящий переполох. Надписи словно реагировали на присутствие, на внимание, на попытки понять их смысл. Появилась версия, что это вовсе не надписи, а своеобразный ключ. Визуальный триггер, способный активировать что-то, скрытое глубже. Возможно, это система безопасности, а может, механизм связи с тем, что находится за пределами обычного восприятия. Но кто мог оставить такой след? И главное, для кого? Пока ученые спорили, произошел инцидент, который кардинально изменил отношение ко всей находке. Пробуждение стали. Неожиданный запуск механизмов. То, что считалось мертвым и заброшенным десятилетиями, внезапно проявило признаки активности. Все началось с едва уловимого звука, раздавшегося из глубины корпуса подводной лодки. Затем легкая вибрация, словно кто-то включил давно забытый мотор. А потом сигнал, четкий, регулярный, исходящий из одной из центральных камер. Устройства, давно списанные в утиль, внезапно ожили. Электрики, работавшие поблизости, клялись, что не подключали никакого питания. Система запустилась сама. На мониторах, считавшихся музейными экспонатами, появились странные символы. Те самые, что были вырезаны на стенах. Панели мигали, механизмы двигались. В корпусе подлодки раздавались гулкие щелчки и ритмичные удары, будто кто-то начал обратный отсчет. Это был не просто технический сбой. Это было пробуждение. Но кто или что его запустило? Те, кто находился внутри в момент активации, говорили о жутком ощущении наблюдения, будто сама подлодка осознала их присутствие. Изолированная группа специалистов попыталась отключить систему, но каждый их шаг вызывал новую реакцию. Появление новых данных, активацию других отсеков. Один из инженеров, войдя в закрытое ранее помещение, исчез без следа. Его просто не смогли найти. Камеры зафиксировали, как он вошел, но не вышел. После этого доступ к судну был полностью перекрыт. То, что казалось машиной прошлого, проявило черты сознания. Возник вопрос, а может это не просто лодка, а хранилище? Но чего? Разума, оружия или чего-то гораздо опаснее? Секрет последнего рейса. Миссия, которой не было. Пока происходящее пугало своей необъяснимостью, историки продолжали рыться в найденных документах и, наконец, наткнулись на то, что способно объяснить многое и одновременно поставить под сомнение все, что мы знали. Один из дневников, скрытый за фальшпанелью в командирском отсеке, содержал отчет о последнем рейсе подводной лодки. Только вот ни один историк, ни один архив ранее о нем не упоминал. Документ был зашифрован, и только спустя несколько дней специалистам удалось частично расшифровать текст. Из него следовало, что миссия субмарины не имела отношения к морским боям. Ее целью было нечто, именуемое контейнер Омега. Ни описания, ни характеристик контейнера не приводилось. Лишь инструкции по его транспортировке, охране и абсолютному молчанию об операции. Более того, в записи указывались координаты, совпадающие с местом, где подлодка была найдена. Это означало, что она прибыла туда по плану, не случайно. То, что ранее казалось абсурдом, перемещение подводной лодки вглубь материка, могло быть частью гораздо более крупной операции. В дневнике упоминались контакты с группой, обозначенной как внешний наблюдатель, чья природа оставалась неизвестной. Миссия была прервана внезапно. Последние строки дневника намекали на нечто, что вышло из-под контроля. Экипаж разделился. Часть пыталась завершить задание, другая — уничтожить объект. С тех пор лодка молчала до сегодняшнего дня. Но если контейнер Омега все еще находится на борту, что же он собой представляет?